Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. У нас сегодня супчик для души. Ух ты! Да, я думаю, каждый с удовольствием отведает тарелочку ароматного, яркого и очень вкусного супа. А готовится на раз, два, три. Ну что, начнем? В кастрюлю выкладываю 2 крыла куриных. У меня есть чашка бульона, соленого, прямо как рапа, друзья. И все же использую его. Доливаю воду. Литр 200. Зажигаю огонь, ставлю кастрюлю, прикрываю крышкой, чтобы быстрее закипело. А пока бульон закипает, нарежу лук на кубик. Хочу сегодня сделать облегченный суп, без зажарки. И сюда же рядышком морковь. Наверное, вот так вот сделаю. Опа! Ух ты! Как раз и бульончик закипел. Собираю пенку. Какой он у меня красивенький. Выкладываю морковь с луком. Сюда же несколько горошин душистого перца. Перемешиваю. Прикрываю крышкой и готовлю минут 40 до готовности мяса. Бульон у нас практически готов. Он здесь тихонечко побулькивал. Достану из него эти 2 крыла, обберу их, чтобы в супе было одно мясо и никаких костей. Пусть пока остынут. А я в это время нарежу картофель. Нарезаю на лепестки, как муж научил. Так суп получается наваристее. Я это делаю сразу в воду, чтобы немножко избавиться от крахмала, которым всех так напугали. Картофель выкладываю в кастрюлю. Перемешиваю, и пусть себе здесь варится. А я пока займусь тестом на чесночные галушки. В мисочку разбиваю 1 яйцо, немного соли, чайную ложечку воды, чайную ложку растительного масла. Взбалтываю с помощью вилки. Когда яйцо размешалось, начинаю добавлять муку. Понадобится примерно 50-60 граммов. Зависит от размера яйца и от влажности муки, конечно же. Кастрюлька у меня 2-литровая, поэтому галушек на 1 яйцо мне будет вполне достаточно. Начинаю аккуратно замешивать тесто. Еще муку. Когда вилкой уже неудобно, перехожу на ручки. А когда и в тарелке неудобно, перехожу на стол, друзья. Немножко припыляю тесто и его хорошо вымешиваю, чтобы оно было таким крутым. Какое хорошее тесто получилось. Крутое и в то же время такое мягенькое, не липнет к рукам. И желтенькая, красивая. Беру пакет или пищевую пленку, ложу тесто и оставляю на столе, пусть немножко отдохнет. А мы займемся намазкой для галушек. В мисочке смешиваю 1 чайную ложку любого растительного масла, топленого масла, сливочного, даже смальца. Тоже вкусно получится. Я перепробовала совсем. Сюда зубок чеснока через пресс, щепотку соли, черный молотый перчик, капелюшечку и укроп. У меня из морозилки примерно пол чайной ложечки. Есть такое дело. Все хорошо перемешиваю. Прям хорошо. Все, намазка готова. Так как у меня топленое масло, я поставлю в теплое место на несколько минут, пока тесто отдохнет, чтобы хорошо мазалось. Теплое место знаете, где у меня будет? А вот здесь вот, на кастрюле. Вот так. Кто молодец? Я молодец. Ставьте лайки, друзья, за креативность. А я могу заняться и крыльями. Сколько мяса будет в супе. Куда ж мы будем галушки бросать, Сережка? Кстати, это собачки там той. Дворовой, ага. Она так хорошо ими управляется. Все, мяско тоже готово. Ждем, пока сварится картофель. Так. Ой, смотрите, как славненько получилось. Все растаяло. Ох ты, а аромат какой. Чесночок, укроп. Это прям ням-ням-ням. Уже можно так на хлебчик сверху намазать и в рот. Но мы сделаем еще интереснее, друзья. Еще вкуснее. Все, это пусть стоит на столе. Тесто уже отдохнуло. Стол немножко присыпаю мукой. Тесто. Какое желтенькое. И раскатываю его в пласт. Немножко такой прямоугольный пласт.
по необходимости стол присыпаю мукой, чтобы легче было. Нам точно это в 2-литровую кастрюлю все влезет? Влезет, еще и мало будет. Примерно вот так вот. Тоненькое-тоненькое. Беру ароматное масло и смазываю середину. До краев не дохожу, примерно 2 сантиметра. Тоненьким слоем. Сейчас беру и сворачиваю в трубочку. А вот так вот. Закрепляю краешки с одной стороны, с другой. Эти шовчики тоже стараюсь скрепить. Тесто приятное, податливое. Все делается очень просто. Еще немножко стол присыплю мукой и покатаю, чтобы колбаска была тоньше. Беру нож и нарезаю на вот такие кусочки. Примерно 1 сантиметр, полсантиметра. Как мама пельмени делает. Да. В зависимости, какого размера вы хотите галушки. Смотрите, какие они у меня классные получились. Сразу их стараюсь разъединить. Ой, ну это прям какое-то чудо чудное, скажи. Такие красивые в разрезе. В этот раз у меня тесто желтенькое получилось, и этот укроп прям просто чудо. Каждый раз по-новому получается. Как так? Опа, смотрим, что у нас здесь. Потихонечку кипит. Картофель готов. Выкладываю мясо. Ну или то, что от него осталось. Так вкусно пахнет. Перемешиваю. И мне нужно, чтобы суп хорошо-хорошо закипел, прям аж забурлил. Когда вижу, что в кастрюле началось активное кипение, беру галушечки. Мне удобнее вот так вот на руку. Открываю крышку. Ложкой раскручиваю его. Делаю ураган. И по одной забрасываю галушечки в разные части кастрюльки, чтобы они остались целенькими. Опа. Снова так как бы раскручу его аккуратненько. Курка. Оп. Солить суп я не буду, потому как в начале видео я сказала, что у меня был очень соленый бульон. С момента закипания варим галушки ровно 5 минут. Будет достаточно. Когда галушки прокипели 5 минут, добавляю 1 лавровый лист, немножко черного молотого перчика. Любит у меня муж. Я еще в тарелку добавлю. По желанию, счастье мое, по желанию. Еще раз перемешаю. Накрою крышкой, отключу нагрев и дам настояться 10-15 минут. А мы пока на стол накроем. Берем кусочек хлеба вкусного. Лучше, конечно, черного, серого, бородинского. И сверху вот так вот, друзья, щедро. Ну что, наливаю. Класс. Скажи, такой красивый, ароматный. А какой же он, друзья, вкусный. И необычный. Да, перемешиваю, чтобы попал и картофель, и мясо. А вот так вот. Красота. А подавать буду с вкусными бутербродами с намазкой, которой я с вами поделилась в одном из видео. Шкварки с чесноком, с солью. Это просто... А суп кто будет есть? И суп буду есть, тут все вкусно. Ну показывай, какие галушки. Можешь с моей тарелки. Это обезопасит, как писали. Горячо. Берем галушечку с бульончиком. Немножко подую. Это вкуснее даже, чем пельмени. Нет, ну пельмени это пельмени. Всем приятного аппетита, мирного неба, вкусных идей, мудрых жен и послушных детей. Сережка, это очень вкусно. И Боженьку благодарю за его дары. За то, что живы, здоровы и сыты. Ням-ням-ням. У тебя мяса больше. Это что такое было? Ну, Значит, это твоя тарелка остается, а это будет моя. ладно, так уж и быть. Всем приятного Уследил. аппетита. Обычно ты этого не видишь. Все лучшее кому? Правильно. Детям. Маме. Маме, потому что мама – это мама. Она вам всем раздает
свою позитивную энергию, одаривает вас любовью, вкусняшки вам готовит, вдохновляет вас. Так что все лучшее себе любимым. Ну а там как получится. Тогда наслаждайся. Угу. Благодарю. Размялась. Видишь? Вижу, Опа. вижу. Опа. Как тебе ботиночки новые? Красненькие? Они такие тяжелые. Вот так вот. Все, есть. Есть первый. Другой. О. Вот. Давай. Какое ты говоришь упражнение? Второе важное упражнение – торможение. Оп! И вот так тормозим. А, нет, наоборот. Да, плугом, плугом давай. А ну показывай. Покажи плуг. Фух, плуг. Опа! И поехали. Давай, давай. Я же учусь. Конечно. Видео ускоришь. Да понятно, что ускорю. Ну что ты там, любовь моя? Поехали. Ух, как быстро. Ух, даже трамплины.